Едва лишь появляется зимний воздух, и все, душа просит романтики. Просит чего-то таинственного и прекрасного. И никуда от этого не деться. Имя Xanadu значит для компании Falcom, возможно, даже больше, чем Ace или Trails. Именно Xanadu, которая вышла в 1985 году, не просто принесла Falcom популярность и не просто определила ее почерк в будущем, но еще и разделила историю компании на до и после. Скучные адвенчуры закончились, и пришла эпоха захватывающих ARPG. Несмотря на феноменальный успех, а это была настолько былинная победа, что слово «успех» описывает ее очень условно, Xanadu так и не выросла в большую серию. Всего вышли Xanadu и дополнение к ней, Fa-Xanadu, Legend of Xanadu 1 и 2, Tokyo Xanadu и Xanadu Next. Та самая Xanadu Next, которая и будет нашей сегодняшней героиней. Может, 6 игр не так уж и мало, но в последнее время имя Xanadu, как и многие другие, пропало из релизов Falcom, что, конечно, огорчает. Все-таки Xanadu была не просто ARPG, но еще и с подобием открытого мира. Я лелею надежду, что эта фишка появится и в ИС-10, по крайней мере, так кажется по тем скудным сведениям, которые есть на момент создания данного видео. Ведь, несмотря на то, что создатель Xanadu, Йосио Кия, не имеет никакого отношения к ИСу, кроме того, что работал в той же компании, практически все наследие, оставленное Xanadu, так или иначе перебралось в ИС, и сюжетно, и геймплейно. Так что открытый мир окончательно превратит ИС в хранителя славных традиций Xanadu. Черт, ну поскорей бы уже ИС-10. Все прошлые части уже пройдены. А теперь представьте, если бы вам сказали, что есть еще один ИС, который отличается лишь тем, что у героя нет имени и что он не рыжий, а блондин. Вот просто представьте себе ИС, такой же романтичный, воздушный и красивый, да еще и с затягивающим геймплеем в стиле Diablo. Да, черт возьми, да, несите сюда. Я тут давеча задавался вопросом. Захотелось вот в новогодние праздники уединиться с классикой ранних 2000-х. Что же выбрать? И ведь выбрал, дурачок, Dungeon Siege. Алло, придурок! У кого на внешнем жестком диске 10 лет лежит Xanadu Next? Кто, хрен знает сколько лет, откладывал ее как раз на такой случай? Похоже, пора. У меня особое трепетное отношение к Xanadu Next. Неизвестно каким чудом кто-то выложил ее на торренты, и я скачал ее себе еще задолго до того, как Falcom принялись штурмовать все электронные магазины игр и выложили в том числе и Xanadu Next, чтобы можно было ее купить. И за это огромное им спасибо. По-моему, они единственные, кто так заботится о своем наследии. Ну а тогда я думал, что ИС-3 и Xanadu Next достались мне буквально чудом, и что больше нигде мне их не добыть. Xanadu Next очень нравилась мне, но я решил отложить ее, чтобы потом поиграть более вдумчиво. Почему нравится? Да как вообще Xanadu Next может не нравиться? Механика Diablo прекрасна сама по себе, а в сочетании с замечательным почерком Falcom это и вовсе смотрится замечательно. Я бы и правда очень хотел бы увидеть ИС в таком вот стиле. И вот представьте себе, что такое безумное желание сбылось. Просто называется эта игра не ИС, а Xanadu. А характеризовать Xanadu Next можно одним словом – роскошный. И все, других эпитетов не надо.
Ну а как еще можно назвать игру, в которой смешан стремительный геймплей в стиле Diablo, романтика из Иса и данжен-кроулер с загадками а-ля Зельда? По-моему, это просто мечта. Для полноты картины не хватает разве что элементов из Sims и хентайного симулятора свиданий. Чем же так хороша старушка Диабло? Что, неужели есть те, кому это нужно объяснять? Дело здесь не только в ураганном и затягивающем геймплее, но еще и в том, что Diablo по сути и была тем самым дистиллированным геймплеем. Ничего лишнего, сражаемся, отдыхаем в городе и снова сражаемся. С первых минут Diablo была понятной и давала игроку именно то, чего он хотел. Только геймплей и ничего лишнего. Ты знаешь, что получишь, и ты это получаешь. И сверх того, атмосфера в Diablo была до того хороша, что фанаты даже не приняли то, что увидели во второй части. Средневековая деревня, готичный собор и, да, та самая потрясающая музыкальная тема Тристрама. И, разумеется, узнаваемая озвучка. Декард Кайн навсегда в моем перце. Hello, my friend! Stay a while and listen! Я не думаю, что мы вообще когда-нибудь увидим мрачную средневековую готику в играх от Falcom. Но вот в чем в атмосфере Xanadu Next ничуть не уступает старшему товарищу. Ни за что в жизни я не поверю, что эта атмосфера оказалась настолько похожа на Ис по чистой случайности. Я уже упоминал ранее, что Falcom намеренно создает эту атмосферу, и у нее есть старый проверенный рецепт. Собственно, все составляющие присутствуют и здесь. Древние гробницы, загадки прошлого и та самая, мать ее, музыка. Единственное отличие – это чуть более мрачная, не цветастая палитра. Помимо эстетической стороны, Xanadu Next еще хороша и геймплейна. Раздражают в ней только две вещи. Необходимость нажимать кнопку для каждого удара, что довольно утомительно для игры в жанре Hack and Slash. И возня с одноразовыми ключами, которыми мы открываем двери. Первый недостаток был и в старушке Diablo. Вот только, черт возьми, его устранили уже в Diablo 2 в 2000 году. А вот Xanadu Next вышел аж на 5 лет позже. А вот заморочка с ключами так и осталась мне непонятной. Она не является основополагающей для геймплея, а скорее просто раздражает. Вот ты наткнулся на очередную запертую дверь, опять у тебя нет ключей, и ты возвращаешься обратно кромсать монстров или разбивать ящики, чтобы дропнулась кость, из которой ты сделаешь новый ключ. Возможно, в старые времена это сгодилось бы как способ растянуть время игры, вот только Xanadu Next вообще не нуждается в подобном затягивании. Xanadu Next хороша не только залипательным геймплеем в стиле Diablo. Она именно что интересная. Она манит узнать, что же там будет дальше, и черт возьми, чем дальше, тем интереснее. Те, кто играл в Xanadu Next, наверняка уже посмеялись над моими словами про открытый мир. Потому что никакого открытого мира в игре жанра Hack and Slash не бывает, даже если она зовется Xanadu. Однако исследование гробниц и подземелий здесь выстроено очень интересно, когда они переплетаются друг с другом посредством шорткатов. Можно сказать, что Falcom сделали компактный мирок из типичного Souls-лайка еще до того, как появилась даже Demon's Souls. Возможно, это даже в ущерб Xanadu Next, ведь в тех же Diablo карты генерируются процедурно. Но, с другой стороны, так к интересу от Рубилова добавляется интерес исследования. Много загадок, много секретов, затягивающий геймплей. Я хотел бы, чтобы, если вдруг выйдет новый Брэндиш, он выглядел именно так. Да что уж там, я бы и Ис хотел бы увидеть таким. Вот, кстати, да, в этой серии не хватает эффектного антагониста. Все-таки тесные трусы Делы вне конкуренции. Но вот чем действительно хорош Xanadu Next, это лаконичным сюжетом.
Точнее, сюжет-то здесь нормальный, подробный. Но, ей-богу, при всей моей любви к Ису, как же меня утомили эти долгие невнятные диалоги из 9-й части. Конечно, в серии Trails все еще хуже, раз в 10, если не в 100, но от этого же не легче. Я, извините, такие диалоги читаю в хентайных играх, где сцены с сексом надо разбавить каким-нибудь подобием сюжета. Долго, нудно, скучно, а самое главное, не нужно. Ну дайте уже поиграть, пожалуйста. Поэтому Xanadu Next на фоне всего этого выглядит настоящим отдохновением. Короткие катсцены, лаконичные диалоги и, что мне просто безумно нравится, никаких надоедливых компаньонов. Не скажу, конечно, что напарники в Исе были бесполезными, но я тут, погружаюсь в таинственную атмосферу древних тайн и легенд. Можно не визжать мне в ухо мерзкими голосами. Но просто я уже привык путешествовать один, как в ранних Исах, и в этом была своя романтика. Xanadu Next – это игра про интроверта, я так считаю. И это прекрасно. Когда я начал играть, то по приколу назвал главного героя Адолем. Так вот, получилось совсем не смешно. Как будто оно изначально именно так и было. Ну а что, в Ис-9 Адоль покрасился, почему бы и здесь ему не стать блондинкой? В конце концов, мозгов столько же. Такой же молчаливый аутист, везде лезет без масла, да еще и дерется. А когда его спрашивают, зачем и вообще кто ты такой, блядь, он смотрит в ответ пустыми глазами. А в общем, имя Адоль в этом окружении смотрится просто как родное. Потому что Xanadu Next – это и есть неназванный Ис. Еще в самом начале, когда лодка тихо скользит по волнам под эту самую музыку, ты понимаешь, да, это и есть еще один Ис. Ты чувствуешь ту самую романтику, пока не посмотришь на бороду лодочника. На самом деле, Ис и Xanadu Next роднит не только то, что их сделала одна компания, и что у них похожая музыка и всякие древние гробницы. Вселенная Иса характерна причудливой смесью реального мира и реальной мифологии с собственным вымыслом, и, стоит сказать, очень большой долей собственного вымысла. Но, если скажем, многие аниме любят так делать, и это выглядит жутко нелепо, но просто потому, что делается без понимания контекста, то когда авторы относятся к таким историям с энтузиазмом, это видно. Например, отличная игра «Куделка», где автор Хироки Кикута показал хорошую эрудированность в европейской культуре. Когда я переводил диалоги из этой игры, то невольно ощущал восхищение тем, как сюжетная линия игры плотно переплетается как с древними легендами, так и с реальными историческими событиями, будто являясь их продолжением. Сценаристы Falcom не отличаются подобной щепетильностью в исторических и культурных деталях, но вот в чем им нельзя отказать, так это в искреннем энтузиазме и восхищением первоисточниками. Собственно, самый первый Ис и получился таким безумно романтичным, потому что подражал настоящим древним легендам. Да и вообще стоит сказать, что в смеси настоящего и вымышленного всегда есть что-то захватывающее. Легенда про город Ис, легенда о древнем потопе, столетняя война и даже собственная Жанна д'Арк. Это здорово. Xanadu – это древний город Шанду, который когда-то существовал в Китае, столица Монгольской империи Юань. Путешественник Марко Поло описал его неслыханную, буквально сказочную роскошь. Но звездный час этого названия наступил спустя 500 лет, когда поэт Сэмюэл Колридж написал поэму «Кубла-хан» или «Видение во сне». В стране Ксанат Благословенной дворец построил Кубла-хан, где Альф бежит, поток священный, сквозь мглу пещер гигантских пенный впадает в сонный океан. Как бы я ни относился к Константину Дмитриевичу Бальмонту, это был поэт с большой буквы.
Его перевод поэмы Колериджа отлично передал и величественность, и романтическое настроение оригинала. Если когда-нибудь мне выпадет честь переводить Xanadu Next, то это будет, мать его, Ксанат, в честь Бальмонта. В общем, поэма получилась поистине эпохальной. Знаете ли, когда сам лорд Байрон уговаривает вас опубликовать поэму, то значит точно получилось что-то стоящее. А то, что она оказалась не закончена, даже придало ей еще больше таинственности. И с тех пор Xanadu стала именем нарицательным для райского блаженного места, купающегося в роскоши. А в совокупности с поэмой Колериджа слово приобрело романтичный флёр. В мире Иса мы пока что увидели Западную Европу и кусочек Африки. Но если бы Адоль приехал ураганить в Китай, то он обязательно бы оказался в Xanadu. Собственно, поэтому данная игра так и похожа на неназванный Ис. Здесь упоминается и Хубилай-хан, и священная река Альф, то есть то, что было и в реальном мире. Но на этом, правда, все и заканчивается. Дальше идет полет фантазии авторов. Как, впрочем, и всегда в играх от Falcom. Можно было бы порассуждать про то, что раз уж у нас тут был целый хан, то не помешал бы и соответствующий восточный сеттинг, а не вот этот вот типичный, набивший оскомину, европейский стиль из типичного фэнтези. Но это было бы занудством чистой воды, да и к тому же, признаюсь, я не люблю восточную стилистику. Правда, что у меня всегда вызывало недоумение, это почему в главной теме Xanadu звучат арабские мотивы. Когда это столица Монгольской империи, да еще и на территории Китая. Но невозможно отрицать, что даже эта тема в Xanadu Next звучит настолько потрясающе, что я отказался от своего скептицизма. Да, даже музыка здесь сделана именно в духе Ис. Духовые и струнные инструменты, грустные и таинственные мелодии. Именно такую музыку вы и ожидаете услышать, когда отправляетесь исследовать древние гробницы и распутывать древние тайны глубокой старины. И опять же, именно такую музыку вы и ожидаете услышать в очередном Исе. Собственно, поэтому Xanadu Next можно считать шедевром наравне с другими известными именами от Falcom. Эта игра чудесно совместила в себе и любимый геймплей, и интересную исследовательскую часть с загадками, и простую ролевую систему, и хороший сюжет, и самое главное, потрясающую романтичную атмосферу, какую мало где еще можно найти. Это классная игра из классного времени, когда RPG еще делились на компьютерные и консольные. Черт возьми, здесь даже видно, как на персонажа меняется экипировка. Для японских игр это редкость. Ну и поддержка геймпада тоже на месте, если что. Так что, когда уже порт на консоли, черт возьми, нельзя, чтобы такой шедевр оставался только на ПК. Ну что ж, давайте скажем прямо. Ничего романтичнее вы на текущий момент в играх не найдете. Кое-кому, правда, придется пойти на неслыханные жертвы и играть на компьютере. И, возможно, даже мышью. Но знаете, что-то мне подсказывает, что вы не останетесь недовольны.